Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня поговорим о сумках. Вот о таких сумочках, друзья. Как вы думаете, сколько стоит вот эта сумочка? Прототип сумки Birkin. Да, она стоит не столько, сколько потратила наша Аленка за свою Birkin сумочку, за которую она отдала 450 тысяч евро. 450 тысяч евро. Вы представляете? 450 тысяч евро, которые не пошли на нужды ВСУ, не пошли для ребят, которые сидят в окопах, не пошли на их обеды, ужины, завтраки, не пошли на какие-то поддержки другие украинского населения, которое сейчас страдает от военных действий, от этого военного конфликта. Что же произошло? Моя сумочка, конечно, стоила не 450 тысяч, она стоила всего 8 евро в магазине Oxfam. И купила я ее 10 лет назад, потому что она мне очень напоминала эту легендарную сумочку Birkin. Вот, а наша Аленка потратила на нее 450 тысяч евро. Если вы попытаетесь поискать эту информацию в каких-то западных источниках, вы практически ничего не найдете. Вот задайте в гугле Алена Зеленский, да, задайте вот эти все данные, которые я только что рассказала, не найдете. Я тщетно искала. Случайно я попала на этот репортаж французской стилистин, которая стилистка, не знаю, как по-русски, стилистка, наверное, которая рассказала о том, что она была, так сказать, стилистом первой леди Украины. Вот. И самая такая ужасная новость про то, что она, к примеру, не только покупала вот эти, помните, были истории 2 года назад, просочились, что она там пришла в Париже в какой-то ювелирный магазин и скупала все подряд, что ей там нравилось. В конечном итоге там купила, по-моему, колье какое-то за 1 миллион. Потом это все утихло, никто ничего больше про это не рассказывал из понятных соображений, да, о них поговорим позже. Вот, и теперь опять эта информация просочилась про ее очень требовательное отношение к стилистке к этой девушке, вот, которая, значит, поделилась такой секретной информацией, да. Вот. Очень странно, да, почему она поделилась именно сейчас. Потому что мы понимаем, что ничего никогда не происходит случайно. А вот вдруг она сейчас поделилась, как будто это дама, да, не буду сейчас очень много называть ее имени, потому что, понимаете, алгоритмы, скорее всего, может быть, даже и видео это не пройдет, не дойдет до вас. Поэтому, друзья, если вы это посмотрели, делитесь с ним, ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнало о том, как живет же наша дорогая Аленушка. Вот. Буду ее называть Аленушкой, без фамилии, вы понимаете, о чем идет речь. Что это за такая сумка 450 тысяч евро? Почему она такая дорогая? Она не очень дорогая, потому что самая дорогая была оригинальная сумка от Джейн Биркин. Это, помните песню такую «Je t'aime, je t'aime». Не помню в каком году, в 68-м, по-моему, она спела эту песню. И вообще-то она певица и актриса английско-французского происхождения, и она уже скончалась, к сожалению, в 23-м году. Вообще-то она была из такого хиппи-направления, она боролась за социальную справедливость, вот, и поэтому очень странно, что как раз ее сумка, ее первая сумка, которая была ей сделана как подарок от фирмы Hermes, она была продана, по-моему, год назад или 2 года назад, сейчас точно не скажу, когда же это произошло, по-моему, в 23-м году. Она была продана за 8,6 миллионов евро. И купил ее японский предприниматель, очень молодой парень. Вот купил он ее за 7 миллионов, плюс там всякие накрутки в общей сложности. Он отстегнул 8,6 миллионов за какую-то сумку, вы понимаете?
за сумку. И, по-видимому, наша Аленушка подумала, что это очень хороший бизнес. Раз, как говорится, японец потратил 7 миллионов на такую просто обыкновенную, казалось бы, вещь, которая имеется в гардеробе каждой женщины, да, просто за сумку. Это не машина люксовая, вот, это не хорошая квартира где-то там в центре Киева, да, это просто сумка, понимаете, сумка, которую можно украсть, которая может сгореть в пожаре, которая может там, ну, не знаю, в аварии сгореть. То есть это такая вещь, которая, ну, как бы, вот. Короче, вот эту сумку надо, наверное, охрана этой сумки стоит, наверное, в год, там, я не знаю, 10 тысяч долларов. Потому что Аленушка, конечно, спрячет ее куда-нибудь. Наверное, она думает своей очень умной головушкой, что она также может через пару лет продать эту сумку. То есть она вложила 450 тысяч всего, да, вместо того, чтобы потратить на солдат, да, на раненых, на инвалидов, которые там, ну, понимаете, она потратила на эту сумочку, которую она, может быть, за 50 миллионов продаст через 10 лет. Но мне кажется, это глупый расчет, потому что я думаю, что эту сумку, она будет рада, если она вообще за 450 продаст, или я не знаю, что с ней сделает, потому что имидж, какой имидж у этой сумки? Это не сравнить имидж Джейн Биркин, да, известной актрисы, которая столько сделала в борьбе за социальную справедливость, вот, которая даже пинала эту сумку, да, перед тем, как она возмущалась тем, что эта сумка стала известнее, чем она сама вообще. Как будто бы она, я не знаю кто, то есть она не актриса известна, не певица. Причем тут сумка? Она по этому поводу очень возмущалась. Но, тем не менее, законы рынка, вы знаете, закон этих сумасшедших людей, которым деньги обычно свалятся с неба. Потому что нормальный человек, вы понимаете, не будет тратить эти деньги. Значит, у нее были эти 450 тысяч, просто вот так вот лежали, некуда было их девать уже. Она уже не знала, во что их инвестировать. Уже дома, виллы, там, банки или что там, как говорится, слухи имеются такие, да, что уже вот это все туда было вложено, и теперь вот куда еще вложить? Да? Мало того, что эта стилистка рассказала, что ее каждый лук стоил около миллиона, свыше миллиона, потому что сумка – это одно дело, сумка. Там же еще надо платье к этому, да. Платье у нее было за 153 тысячи евро от Гальян. Этот известный дизайнер Гальяна в 98 году креировал это платье, которое вот она приобрела для этого лука, да, вместе с этой сумочкой Биркин за 450, да. То есть платье 153 тысячи, да, из дома Dior, сумочка за 450 из дома Hermes. Затем у нее были... Ну, почему она такая дорогая, эта сумка? Вот, перед тем, как перечислю дальше. Эта сумка очень дорогая, потому что она из крокодилии кожи, какого-то нильского крокодила, да, инкрустированная бриллиантами, да. Моя, конечно, тоже похожа на крокодила, вот, но, к сожалению, да. Но форма, и вот этот замок, да, интересный замок, это вот как раз свойственно этой сумке Биркин. Вот. Кроме сумки за 450, платья за 153, у нее еще были босоножки, по-моему, там за 150 тысяч, тоже инкрустированные бриллиантами, и колье за 175 тысяч. Вот посчитайте, сколько стоил ее лук. Друзья, украинцы, которые там наш наикращий, да, и почему я считаю, что это глупо было с ее стороны? Во-первых, она просто как баран, знаете, пошла за этим течением, да, без экономического образования, без какого-то, ну, посоветовали ей какие-то, ну, им же продать надо, вы понимаете, они же деньги на этом получают. Там навешали ей, она, конечно, рот разъявила, примеры ей привели про эти 7 миллионов в сумке, да, и она вот вся растаяла и думает, ну, подумаешь, деньги-то все равно не знаю, куда девать, я же кушать их не могу вот так вот, да, а отдать солдатам жалко, потому что это ж отдать, это не для себе, а надо усе для себе, да, вот это не для себе, это кому-то отдать, вот, поэтому, ну, нужно на что-то потратить.
ну, на что-то потратить, чтобы в дальнейшем, когда все закончится, да, когда начнутся гонения, чтобы можно было это как-то превратить да, понимаете, в кэш или там, ну, во что-то. Вот, я думаю, что это было неправильное решение ее, потому что люди из бизнеса знают, надо покупать вещи, когда их никто пока не покупает. Надо, конечно, знать, что покупать, да, но когда их никто не покупает. Вот. Когда уже начали их покупать там каждый, кому не лень, да, вот, то тогда уже, ну, как бы надежда на то, что ты сделаешь из этого деньги, очень маленькие. Это касается квартир, когда они на пике, их не надо покупать, их надо продавать на пике. Да? Золото то же самое. Ну, хотя говорят, что золото всегда растет, но тем не менее, там акции, да? Их не стоит покупать на пике. Вот, потому что вот сейчас, например, друзья, я не рекомендую покупать Рейнметалл. Вот, хотя я не, ну, как бы, ну, я бы сама лично не стала их сейчас покупать, а наоборот, стала бы их продавать. Вот, если бы они у меня были. То есть покупать вещи, когда уже все начинают их там куда-то, ну, вот эти бешеные, кому деньги некуда девать, да, ну, обычно наворованные, вот, то зачем это делать? Потому что, во-первых, цены, скорее всего, не вырастут, потому что сейчас китайцы шлепают вот это вот, эту Биркин-Таши, они сделают за 10 тысяч вам. Все точно такого же качества. Они сделают, возьмут вам этого нильского крокодила, эту кожу. Они самые лучшие нитки возьмут. Они сделают это ручной работы. Все эти замочки, все. Они точно так же все это сделают вам за 10 тысяч. Это уже известный тренд, который китайцы сейчас уже начали шлепать вот это вот все, да. То есть они делают эти сумки, которые стоят там 200 тысяч, они их делают за 10 тысяч, за 50 тысяч максимум. Да и они вот так еще нагреются. Вот. И это просто тупость покупать, потому что это воздух. То, что вы покупаете, это просто имидж. А имидж это, друзья, сегодня он такой, а завтра он другой совсем, да, понимаете? Вот, ну что я вам объясняю? Это я объясняю украинцам в основном. Имидж, он очень легко может измениться, да, понимаете? Что-то произойдет в мире, и все. Вот, надо покупать что-то такое солидное, понимаете, солидное, там, острова, там какие-то там реки, озера, вот, а не сумки. Ну ладно, когда деньги некуда девать, тогда и приходится вот фантазии-то нет, фантазии тоже нет, нету креативности у этой Аленушки. Что это за креативность, когда все покупают все эти туси, все эти любовницы всяких олигархов покупают, и она туда же. Понимаете? Но, кстати, эти сумки, почему они такие дорогие? А это специально Hermes так делает. Он выпускает очень небольшое количество их, понимаете? Даже голливудские звезды не могут просто пойти и купить такую сумку. Они должны записаться в очередь, ждут где-то полгода, и ты не имеешь права покупать больше, чем 2 сумки в год. Вы понимаете, как они искусственно создают дефицит? Но это вот людям, которые разбираются в экономике, а наши все люди СССР, они все разбираются в экономике, да? Потому что помнят эти времена дефицита. Помните же, да? А вот, что там за джинсы Левис, можно было там, я не знаю, что люди там вообще с ума сходили за эти джинсы. Вот. А кому сейчас они нужны, эти джинсы Левис? Ну вот посмотрите, как все меняется. Так же и с этим будет. Это просто был тоже тогда в Советском Союзе создан искусственный дефицит для того, чтобы разрушить нашу страну. Да, вот этот дефицит, вот это все вот это импортное было лучше, как будто бы, да, и так далее. Вот, то есть нам это внушали. А что это? Это все, это тряпки, это воздух. Понимаете? Это воздух. Вот, качество все, ну, конечно, качество. Нам внушали, что вот лучше этого вообще ничего нет. Вот, также и это Аленушка у нас. Вот, то есть босоножки за 150 тысяч, девочки, украинские. Наверное, будут стремиться к этому, чтобы их тоже приобрести. Но цинизм зашкаливает. Это недостойное поведение женщины, первой леди страны. Вот, ну ладно, а почему эта информация сейчас именно просочилась? Вот, друзья, украинцы, которые вы сейчас в Германии живете, вы должны понимать, западные службы такие. Они сейчас собирают про вас тоже информацию.
Они тоже собирают информацию про ваших вот этих вот, там, я красивая, я не должна работать и так далее. Это все собирается в архиве, чтобы в нужный момент вытащить, как говорится, этот козырь из рукава. И когда понадобится вас отсюда попросить, вот это все достанется. И все вот эти СМИ будут наполнены этими видео. И быстренько, очень быстренько немецкий народ сразу, те, которые еще не, ну, вот эти мейнстримовские 80%, про которых я рассказывала уже вам раньше, которые верят мейнстриму, а это большинство, люди, которые, ну, тут сильно не думают. Они просто слышат, что там им сказали, вот оно так. Вот, так же, как и ваш марафон, который сейчас за 1,5 миллиарда гривен опять продолжит вам, как говорится, лапшу вешать на уши, хотя уже многие не верят. Вот. И да, к чему я это все? В общем, друзья, это все достанется из этих архивов, и все точно так же, как вот с этой Аленушкой. Почему оно сейчас вдруг всплыло? Она вот эти все последние 3,5 года покупала себе луки за миллион. Там миллион, здесь. Ну что ей этот миллион? Вот. Но странным образом никто об этом не говорил, не рассказывал. А тут вдруг вышла эта стилистка и начала это рассказывать. Вот. Есть такое мнение политологов, с которым я не согласна. Они говорят, что ну да, это женщина-стилист, она просто думает о своем имидже, она индивидуальный предприниматель, она получает процент от продаж, и она, естественно, должна себе делать имя. То есть она как бы таким образом повышает цену своих услуг, то есть своего сервиса. Она становится звездой, может быть, в этом бизнесе. Но я так не считаю, я не согласна с этим. Я считаю, что вот этим, во-первых, этим рассказом она сама себя, как бы, ну, я не думаю, что с ней будут люди работать, потому что, во-первых, она проболталась, да, а это очень важный момент для вот этих звезд. Они все хотят дискретности, они не хотят, чтобы какие-то стилистки ходили и всяким СМИ рассказывали, сколько они потратили на сумку или сколько они там потратили на трусы себе с бриллиантами, вот, может быть, с какими-то другими частями еще там, да, понимаете? Трусы, так сказать, самообслуживающие, да, вот. Жалко, что еще такие не придумали. Может быть, я сейчас кому-то дала идею, вот. А может, и есть уже такие. Извините, что я тут такие грязные темы задеваю. Ну, это история грязная. Это история грязная, я так считаю. Вот. Да. Во-первых, она себя забила в угол, потому что приличные люди не будут к ней теперь обращаться. Вот. А во-вторых, кто ей разрешил вообще открывать рот? Она кто такая? Она без разрешения спецслужб, вообще ее не выпустят никуда, и тем более это не пролезет, не просочится в СМИ, это все вообще заблокируют. Вот сейчас они еще пытаются заблокировать, но это уже пролезло, так сказать, понимаете? Быстренько пролезло, там все теперь стерли, да, но журналисты это подцепили, это сейчас будут в газетах везде писать, может быть, когда-то и в немецких напишут, может, немецкие блогеры будут про это говорить, пока еще не успело это так разойтись. Вот. Но, как говорится, птичка вылетела. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Она уже рассказала об этом. Вот. Значит, ей спецслужбы разрешили. А почему они ей разрешили? Ну, по-видимому, Зеленский вместе со своей женушкой уже, как говорится, ну, не стал таким любимым. Вот. А почему он не стал любимым? Ну что? Ну, события на фронте, коррупция. Все это всплывает. И эти истории с перепроданным оружием, видимо, тоже кому-то не нравится, да. Может быть, его брыкание в овальном кабинете, да. Но я думаю, что Трамп очень злопамятный человек. Он ему это еще не простил. И я думаю, что никогда не простит. Я думаю, что дни нашего наикращего президента Украины сочтены. Вот, но как это все произойдет, это очень интересно. Он, конечно, брыкается, потому что он понимает, что его политическая смерть – это не просто политическая смерть, это еще может быть еще какая-то другая быть, да, вот, и, ну, как бы, денег-то всех туда не возьмешь, вот, и бедная эта Оленушка. Ну, посмотрите, какое у нее несчастное лицо. Вот, ну, разве она выглядит счастливой женщиной? Девочки,
Посмотрите, какая она несчастная. Это просто женщина, у которой нет женского счастья. Вот и поэтому ей надо это все сейчас компенсировать этими сумочками, да. Ну, это, к сожалению, невозможно. Это, к сожалению, невозможно. Вот. Ну, еще и коротко о нашей этой примадонне тоже хочу сказать. Я так и не посмотрела это видео, не посмотрела. Что-то там 20 миллионов уже, друзья, ну вы что? Ну, неужели вы смотрите, поддерживаете этот предательский, как говорится, предательский слой общества? Я принципиально не смотрела. Я только посмотрела психологов, которые разбирали ее. Со многими не согласна. Одна из психологов, например, сказала, что у нашей дорогой АБ начинается, есть признаки начинающейся деменции, да? Ну, физиологический процесс какой-то у нее там происходит, да? Вот в эта передняя лобовая часть, там вот развитие какое-то замедляется, и поэтому у человека начинаются такие странные. Я не согласна с этим. Мне кажется, это ее характер. У нее всегда, нарциссические черты характера все мы имеем в большей или меньшей степени, но у нее всегда было это отклонение, да, нарциссическое отклонение у нее было всегда. Я, правда, не психолог, извините, это только чисто диванная психология, как вот я это все вижу. Она всегда была такая я. Очень многие высказали, что она задвигала талантливых артистов, задвигала. Вот. И да, мы ее любили. Но была бы какая-то другая женщина, и мы бы ее любили. Вот. Скольких мы звезд наших любили, да, и Сенчину, там, и Толкунову, и мы любили их, но есть миллионы других талантливых в нашей стране, у нас страна была 300, по-моему, 60 миллионов, СССР со всеми, да, вместе взятыми, вот, сколько у нас было звезд из 360 миллионов, вот представьте, что она одна единственная была такая с голосом, да, голос у нее был сильный раньше, интересное выступление она, потому что, как-то вот эпатажно так выступала, по-другому. Вот. Но там ей помогали люди. Ее бывший муж, который скончался сейчас в пандемию, да, он же сам рассказывал, как он, не буду сейчас имена называть, вы сами знаете все это. Он рассказывал о том, как он ей, какие он давал ей подсказки по имиджу и так далее. Вот. Потом связи с правительством, да, вот эти все пьянки, гулянки, там, непонятно, неизвестно даже вообще, что за пьянки, гулянки были, да, там, вот. И почему мы должны вот это вот смотреть и терпеть? И после того, когда она теперь она же говорит, что она не предатель, вот я кусок только видела, шот какой-то, она не предатель, почему она предатель? Она высказала просто свое мнение и так далее. Почему она не вспомнила, что она называла весь русский народ холопами? Она несколько раз обзывала нас, мы какие-то последние тупицы вообще, все какие-то мы тупые и так далее. Вот, там, вы понимаете, да? Это все, я считаю, что это не начинающаяся деменция, а это у нее, если это так, то у нее была всю жизнь деменция, да? То есть это человек непорядочный просто, вот, непорядочный. Вот. Как она про зависть там что-то сказала, что у нее нет зависти, во-первых, это ненормально, каждый человек имеет зависть, это только психически больные люди не имеют этого чувства, вот. Есть 7 чувств, которые каждый человек испытывает, как страх, там, и так далее. Она не испытывала этого чувства. Вот. Слава богу, я не посмотрела все интервью, а только эти кусочки, мне этого вот так хватило, да. То есть вранье, еще раз вранье. Вот. Просто хотела еще сказать, что я не согласна с тем, что у нее сейчас начинается деменция. У нее она была всю жизнь, получается, потому что она была наглая, вредная женщина, которая просто гнобила всех, вот, и не знаю, зачем она вылезла с этим, вот это может быть признак ее деменции, потому что зачем она вылезла с этим интервью, вообще, что она хотела добиться, чего она хотела добиться, то есть она хотела все-таки, значит, добиться какого-то прощения российского народа, да? Почему она не просит его, вот просто бы вышла бы и попросила? Нет, она пытается еще сейчас себе белое пальто какое-то нацепить, да, что она такая белая, пушистая, вот. И ничего такого плохого не было. Вот все просто про мнение, каждый должен иметь свое мнение, да, ради бога.
Вот. Но ты как общественный деятель во время войны, которая ведется, как говорится, да, с такими неимоверными усилиями, каждый день гибнут люди, а ты выходишь и начинаешь полоскать свой народ, который тебе платил, десятилетиями ходили люди на ее концерты и платили вот эти свои последние рубли, которые они там сработали. Вот. А в конце концов она их называла холопами, или как она на нескольких концертах, микрофон был не выключен, она что спеть еще этим козлам, да? Ну вот как вот, я не знаю, я принципиально не смотрела ее интервью и не буду. Мне достаточно хватило 3-4 шота и два разбора психологов, мне вот так хватило. Ну все, друзья, на этом все, у нас опять похолодало, наше бабье лето закончилось за 2 дня. Я желаю всем хорошего дня. Друзья, пишите комментарии свои, вы поддерживаете меня этим, потому что вы понимаете, что как бы алгоритмы такие темы не продвигают, да, понимаете? Такие темы не продвигают. Только вы можете меня поддержать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем огромное спасибо за предыдущие лайки, за подписки, за то, что вы делитесь информацией. Да. Будем, как говорится, не будем молчать. Почему мы должны молчать? Да. Вот. Друзья, а те, кто мне говорит, что у меня нет, как говорится, нет шампуня, ну нет шампуня, понимаете, жизнь в Германии такая стала плохая, что ни зубы новые не поставить, ни голову не помыть, понимаете, друзья? А что уж там говорить о сумках Биркин? Вот. Ну все на этом. Всех обнимаю, люблю, до свидания, пока-пока.